Утреннее солнце освещает обширную саванну национального парка Крюгера в Южной Африке, где воздух наполнен пением птиц. На открытом участке земли, покрытом сочной зеленой травой, львенок играет у ног своей матери. Его глаза искрятся невинной радостью. Вот уже много дней мать и детеныш были знакомы с этим уголком леса, беззаботно катаясь по низким камням, не обращая внимания на происходящее вокруг. В то утро львенок случайно увидел высокий ствол дерева и втайне подумал, что это было бы идеальное место, чтобы прижаться к нему и исследовать. Львица все еще лениво наблюдала издалека за своим детенышем, но еще не осознавала потенциальной опасности, которая могла возникнуть. Львенок, несмотря на все свое любопытство, начал карабкаться по стволу дерева, пытаясь сохранить равновесие, хотя его ноги все еще были слабы. Довольный своим первоначальным успехом, львенок продолжал карабкаться выше, цепляясь когтями за кору дерева, так же активно, как маленький ребенок, исследующий мир. Подул легкий ветерок, зашелестели ветки и листья, отчего львенок немного растерялся, но все же попытался забраться на самую высокую точку. Неожиданно сухая ветка высоко вверху внезапно треснула под весом молодого животного. Львенок поскользнулся, соскользнул с ветки и тяжело упал на траву внизу, вызвав громкий шум в тихом пространстве. Тишину разорвал панический рев львицы, бросившейся посмотреть, серьезно ли ранен ее детеныш. Львенок тихо застонал, пытаясь встать, но тут же рухнул из-за боли, пронзившей его икру. Мягкой травы на земле было недостаточно, чтобы поглотить всю силу удара, что сделало рану львенка еще более серьезной. Львица наклонилась к своему детенышу, слегка облизывая языком опухшие участки. Ее дикие глаза выражали крайнее беспокойство. Поняв, что ее детеныш не может ходить самостоятельно, львица тихо зарычала, давая понять, что ей нужно найти способ спасти его. В этой бескрайней саванне львица знает, что только люди могут быстро оказать медицинскую помощь ее детенышу. Не колеблясь, львица обхватывает ртом своего детеныша и умело поднимает его, избегая дальнейшей боли. Двигаясь медленно, она полна решимости привести своего детеныша поближе к месту, которое регулярно патрулируют сотрудники Национального парка Крюгера. Каждый раз, когда она поднимает ногу, львица, кажется, напрягается, пытаясь сохранить равновесие, потому что даже небольшая неосторожность может причинить львенку еще большую боль. Львенок издает тихий стон, от которого сердце львицы сжимается, как будто боль отдается в ее собственном теле. В восточных землях рейнджеры ездят на патрульных машинах, проверяя следы слонов и изучая передвижение стад антилоп. Чернокожий сотрудник по имени Сифо сидит на водительском сиденье и болтает со своими товарищами по команде о сегодняшней работе. Его глаза по-прежнему внимательно осматривают окрестности. Когда машина тронулась, они внезапно заметили вдалеке львицу, которая, казалось, приближалась необычно быстро. Все были настороже, так как приближение льва к транспортному средству с людьми обычно не предвещало ничего хорошего. Сифо подал знак своим товарищам по команде приготовить отпугивающее устройство, но интуиция подсказала ему, что произошло что-то необычное. Когда машина замедлила ход, они увидели более отчетливо. Львица держала на руках своего детеныша, и детеныш казался неподвижным и выглядел очень болезненным. Дыхание группы внезапно замедлилось, они почувствовали прилив сочувствия к этому редкому зрелищу. Львица неуклонно приближалась, осторожно положив своего детеныша перед машиной. Ее глаза, казалось, молили о помощи. По-видимому, поняв ситуацию, Сифо медленно открыл дверцу и вышел, высоко подняв руки, чтобы показать, что он не намерен угрожать.
Его товарищи по команде также вышли из машины и рассредоточились вокруг, держась на расстоянии и всегда готовые вмешаться, если львица проявит агрессию. Удивительно, но львица не скалила клыки и не рычала, а просто стояла рядом со своим детенышем, время от времени наклоняясь, чтобы слегка лизнуть его потрепанную шерсть. Сифа глубоко вздохнул и медленно подошел к львенку, чтобы осмотреть рану, все еще наблюдая за реакцией львицы. На лбу у него выступили несколько капель пота, но он оставался спокойным, зная, что любое неверное движение может привести к тому, что ситуация выйдет из-под контроля. Львица тихо зарычала, но не нападала. Казалось, она понимала, что мужчина пытается помочь ее ребенку. Сифа осторожно провел рукой по животу львенка, проверяя мышцы бедра и покрытую грязью шерсть. Львенок слегка скривился от боли и издал слабый вздох, заставив всех почувствовать себя еще более виноватыми. После нескольких минут предварительного осмотра Сифа понял, что рана была нанесена в основном сильным ударом, что привело к кровоподтеку и сильной боли. Он радостно сообщил всем, что у львенка нет переломов костей или внутренних повреждений. По залу пронесся вздох облегчения. Товарищи Сифа по команде молча кивнули, с удовлетворением переглядываясь. Львица, казалось, распознала положительный сигнал. Ее взгляд стал менее напряженным, а хвост стал меньше вилять, защищаясь. Воспользовавшись затишьем, Сифа пригласил другого коллегу, который держал в руках медицинскую сумку, подойти поближе и оказать помощь. Они взяли бинт, пропитали его антисептиком и осторожно наложили на опухшую мышцу бедра львенка. В этот момент глаза львенка были немного затуманены, но, похоже, он смог перенести первую медицинскую помощь. Шерсть вокруг поврежденного участка была очищена от грязи и песка, что облегчило наложение повязки. Львица не отходила ни на полшага, низко склонив голову, тихо, но не агрессивно рыча, как бы говоря: «Будь осторожен с моим ребенком». После дезинфекции Сифа наложил мягкую повязку на область мышц бедра, чтобы львенок не мог слишком много двигаться. Чтобы облегчить боль, он сделал легкую инъекцию, гарантируя, что серьезных побочных эффектов не будет. Львенок слегка вздрогнул, когда игла коснулась кожи. Затем постепенно успокоился, возможно, лекарство подействовало. В отдалении несколько посетителей в других автомобилях стали свидетелями чудесной сцены. Люди и дикие львы помогали друг другу. С глазами, полными изумления и восхищения, они осторожно делали снимки издалека, не решаясь приблизиться, чтобы не потревожить их. Сифа в последний раз проверил дыхание и сердцебиение детеныша. Все казалось стабильным. Он ободряюще улыбнулся львице, благодарный за то, что она доверилась ему настолько, что спасла своего ребенка. Еще несколько минут рейнджеры внимательно следили за реакцией львенка, стараясь избежать любых неожиданностей. Затем они решили немного отступить, дав матери и детенышу немного пространства для свободного передвижения. Детеныш попытался приподняться, но боль еще не прошла полностью. Он рухнул и тихо заплакал. Его мать немедленно подошла к нему и коснулась мордочкой его шеи, как бы подбадривая: «Встань, мой дорогой». Сифа предложил подождать еще немного, пока подействует обезболивающее, а затем предложил медвежонку снова попробовать двигаться. В ожидании он достал из машины противовоспалительный спрей и осторожно побрызгал им на синяк, надеясь ускорить процесс выздоровления. Львица наблюдала за каждым его движением, но не выказывала никакого дискомфорта, потому что понимала, что он делает доброе дело. На лугу было тихо. Птицы притихли, словно освобождая место для этого гуманного момента. Примерно через 2 часа рана львенка была в основном перевязана. Боль значительно уменьшилась.
Он медленно встал на четвереньки, немного задрожал, а затем сохранил равновесие лучше, чем раньше. На лице Сифо отразилось удовлетворение. Он слегка кивнул своим товарищам по команде в знак успеха. Львица тихо зарычала, как бы спрашивая: «Может ли мой детеныш нормально ходить?» Сифо улыбнулась и подняла руку, показывая, что все в порядке и что в ближайшие 2 дня все восстановится. Судя по этому взгляду, львица почувствовала облегчение и больше не собиралась задерживаться надолго. Львенок слегка отступил назад и прижался к ноге матери, усталый, но полный благодарности. Несколько сотрудников, стоявших вокруг, по-прежнему защищались, но их глаза были полны радости за то, что они помогли дикому животному преодолеть опасность. Львица медленно обошла вокруг детеныша, оценивая его состояние, чтобы понять, достаточно ли он силен, чтобы двигаться. Убедившись в этом, он перевел взгляд на Сифо и персонал и издал короткий рык, возможно, чтобы поблагодарить их. Львенок тоже издал низкий рык, словно прощаясь с добрыми руками. Все посторонились, давая матери и детенышу широкий проход, чтобы покинуть заросшую травой территорию. 4 детенышей, пошатываясь, сделали несколько шагов, но затем догнали свою мать, вдыхая свежий воздух лугов. Походка детеныша все еще была неуклюжей, но он демонстрировал решимость больше не позволять матери волноваться. Львица наклонила голову и лизнула своего детеныша в лоб, призывая его продолжать движение к опушке леса. По их мнению, возвращение к своему естественному дому было признаком безопасности и выздоровления. Сифо и его товарищи по команде не решались подойти слишком близко, они только наблюдали издалека, готовые поддержать, если возникнут какие-либо проблемы. Солнечные лучи падали на патрульную машину, отражая силуэт Сифо, который все еще сидел неподвижно, наблюдая за матерью и детенышем шаг за шагом. Вдалеке послышался тихий звук мотора другой машины, оповещающий о начале следующего патрулирования. Но никто не ушел, не убедившись, что с львятами все в порядке. Вид пары львов, медленно исчезающих за желтыми кустами, заставил многих людей вздохнуть с облегчением и грустью. Все смотрели вслед, следя за каждым мягким и гордым движением животного, известного как «король джунглей». Львица шла впереди, время от времени оборачиваясь, чтобы проверить, как там ее детеныш, на случай, если внезапно появится другой хищник. Львенок двигался медленно, но не останавливался. Его маленькое сердечко билось ровно, несмотря на трудности. Деревья постепенно заслоняли обзор. Слышался только слабый шелест ветра в листве. В голове Сифо все еще стоял образ львицы, которая привела к нему на лечение своего детеныша. Сцена, которая казалась почти сюрреалистичной, но была такой реальной. Он глубоко ощущал связь между людьми и природой. Чувство, которое преодолевало все языковые и видовые барьеры. Его товарищи по команде тоже не могли сдержать своих эмоций. Некоторые тихо поделились, что это был первый раз, когда они увидели, как лев активно обращается за помощью к людям. Вернувшись в машину, Сифо записал состояние, время и место оказания помощи, чтобы официально сообщить об этом руководству Национального парка Крюгера. Он знал, что львенку потребуется больше времени, чтобы полностью восстановиться, но его вера в его выживание была сильнее, чем когда-либо. В тот день по всей саванне Крюгера разнеслась история о черном рейнджере и львице, которая пришла спасти своего львенка, что стало прекрасным символом любви, мужества и магической связи между людьми и дикой природой. Дорогой друг, спасибо, что нашли время прочитать эту историю. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы поддержать нас.